Вы думаете, это почтовый ящик? Нет, это кандалы. Каждый, кто приезжает в Германию в первый раз, видит, что здесь до сих пор используются бумажные письма и думает, это же прошлый век, это же отсталость. Нет, друзья, это тотальный контроль. Всем привет, друзья! Вы в настоящем моменте, мы Виталий и Лада. Мы живем в Германии уже 2,5 года и намного лучше сейчас понимаем немецкий менталитет. В этом видео мы вам хотим рассказать о том, что же мы поняли о немцах, про их мышление и про интересные факты, которых вы точно не знали. Сегодня мы приехали в город Плёхинген, который расположен в земле Баден-Вюртемберг, недалеко от того городка, в котором мы живем, всего лишь 30 минут на поезде. И здесь есть такой уникальный дом, как вы видите, он абсолютно нестандартный. И называется он Регентурм, то есть башня дождя. Вот как раз она прямо перед вами. И построил этот дом австрийский архитектор по фамилии Hundertwasser, то есть 100 вод. Мы такое видели в городе Магдебург. В Магдебурге есть тоже его... Точно такое, очень похоже. Покрупнее, там есть зеленая цитадель, построенная этим Hundertwasserом. Тоже в таком же стиле, но немного более впечатляющий. И там можно было прогуливаться прямо по двору. А сюда не пускают. Но мы сейчас будем искать вход. Может быть, все-таки можно. Потому что это обычный жилой дом, как бы по функционалу, но необычный по внешнему виду. У него была идея подражать природе, а в природе аж нет прямых линий. Поэтому вот такая красота получилась. Мы выяснили, почему Германия не хочет отказываться от бумажных писем. Потому что Германии это выгодно, и на этом держится контроль за физическим проживанием граждан, или резидентов Германии, всех людей, которые здесь проживают. Физический адрес – это такой якорь, к которому привязано в Германии все. Вы не можете в Германии не оформиться, не зарегистрироваться, ничего сделать, если у вас нет физического адреса. А как можно контролировать, проживаете ли вы по адресу или нет? Конечно же, через отсылку вам бумажных писем. Если вы на них не отвечаете, то становится понятно, что вы здесь не живете. Кстати, в Германии за то, что человек не проживает по своему адресу, предусмотрены штрафы от 10 до 1000 евро. Но все-таки самая основная причина, почему немцы не отказываются от бумажных писем, это законодательство. У них в законе бумажное письмо это является такой факт, который можно использовать в суде. По сравнению, например, с электронным письмом, которое в суде считается недостаточным доказательством. Немецкий гражданин считается оповещенным о чем-либо, если ему в почтовый ящик положили бумажное письмо. Даже независимо от того, прочитал ты это или не прочитал, все, ты уже оповещен, и наступают последствия юридические для тебя. Потому что каждый гражданин или даже не гражданин, он обязан читать письма в почтовом ящике. Для этого он обязан иметь адрес, и если приходит, например, штраф за что-либо, отсчет начинается именно с того момента, как письмо попало тебе в почтовый ящик. И если ты не ответил, скажем, в течение назначенного времени, не выплатил тот штраф, который тебе прислали, или не отреагировал на письмо, то назначается пеня, присылается повторное письмо. То есть ты можешь быть в другой стране, допустим, уехал, допустим, в отпуск, тебе пришло письмо, ты его, не увидел, не получил, и у тебя уже идет отсчет. Ты можешь приехать и уже получить себе штраф с пеней. Да. И для граждан, для самих людей это очень неудобно. Ты как бы реально привязан к почтовому ящику, не можешь надолго отлучиться. Было бы очень удобно, если бы использовался email, электронная почта. Но немцы считают, что email очень ненадежная вещь. Потому что email может пропасть где-нибудь по дороге, скажем, сервер, на котором расположена почта,
лаганул. Или, к примеру, письмо попало в папку спам. И когда в суде будет разбираться вопрос, почему вы не ответили на это письмо, пользователь может сказать: я его не видел, я его не прочитал, оно не дошло и всякое такое. Поэтому email не считается достаточно весомым в Германии, а вот бумажное письмо весомо. И еще, кроме бумажных писем, здесь очень до сих пор уважают факсы. Представьте, факсы, которые Украину вообще практически миновали. У нас всего лишь несколько лет было популярно пользоваться факсом. Дальше вытеснила электронная почта, развитие интернета и все прочее. Но здесь факс используется до сих пор. И знаете почему? Опять же, по той же причине, потому что факс является фактом для суда. Когда отправляется факс, то появляется такое сообщение, которое можно предъявить в суде, что факс отправлен, например, в 14 часов дня такому-то номеру, и уже это сообщение является доказательством тому, что человек был уведомлен о чем-либо. Почему, например, Дания смогла полностью отказаться от бумажных писем, Эстония смогла полностью отказаться от бумажных писем, а Германия не может? Потому что устройство Германии отличается от устройства этих стран. Германия – это федерация. И здесь в каждой земле есть свое правительство. Здесь в каждом городе даже могут принимать отличающиеся от общенемецких законов какие-то свои решения. И очень трудно согласовывать, очень долго согласовывать переход, скажем, на единый какой-то другой стандарт писем, на электронный, например. Потому что нужна такая вещь, как цифровая подпись. А это не просто, это дорого. Гораздо легче пользоваться бумажными письмами, чем заставить всех иметь цифровую подпись. И надо учитывать, что население Германии в основном, ну не в основном, а в большом проценте это пожилые люди. А для них вот эти все нововведения, какие-то цифровые подписи, там, имейлы, использование мобильного телефона, это трудно. Поэтому как бы в Германии пока не собираются отменять бумажные письма, и они по-прежнему являются очень важным винтиком в системе контроля и в системе оповещения. Это дает ключ к пониманию ментальности немцев. И на этом странности не заканчиваются. Я в Германии живу как барон, все меня уважают здесь, шлют мне письма со всех сторон, полный шкаф уже писем есть, шлют на подпись по 100 бумаг, мне джоб-центр и социалант, словно я здесь иранский шах, а не беженец или грант. Deutsche Post, постой, мне не нужно столько бумаги, я вообще человек простой. Не пишите мне, Бога ради. Deutsche Post, bitte, вы себя и меня пожалейте. Главное, не приносите мне письма в желтом конверте. Как вы думаете, что бы это могло быть? Красивое, интересное здание. Может, это ларек? Это туалет. Но почему-то с этой стороны он закрыт, а с той стороны открыт. Мы можем даже зайти и показать, как там внутри. Я хотел зайти показать, как там внутри в туалете, но зашел мужчина. Ну ничего, другим разом. Еще одна странность про немецкое мышление, которая никак не укладывалась у меня в голове. Это то, что говорят, что немцы очень заботятся о защите данных. То есть они прям помешаны на этом. Но как это вяжется с тем, что у них на каждом почтовом ящике, на каждом звонке написана фамилия и инициалы. Когда смотришь на это, то возникает какой-то внутренний диссонанс. Какая же тут защита данных, когда открыто можно все про тебя узнать. Вот прям подходя к любому дому, ты знаешь фамилии жильцов. Для нашего мышления постсоветского это совсем никакая не защита данных. А оказывается, друзья, немцы
имеют в виду совсем другое, когда они говорят про Datenschutz. Datenschutz как раз и переводится защита данных. И догадайтесь с первого раза, что они имеют в виду. Никогда не догадаетесь. Давайте для начала скажите мне, точнее себе, что вы подразумеваете, когда говорите про защиту данных, своих данных. От кого вы пытаетесь скрыть свои данные? Вот лично вы. Правильно? От мошенников, от других людей, недоброжелателей, которые могут узнать про вас подробности, скажем, вашу фамилию, имя, отчество, дату рождения, номер телефона, а не дай бог у них еще окажется серия паспорта или фотография паспорта. Они могут оформить на ваше имя кредит, забрать его себе, или же они могут взломать ваш аккаунт где-нибудь. Они могут вам как-то навредить, обокрасть, обобрать. И именно от мошенников мы и защищаемся. То есть я уверен, что так мыслят большинство людей в постсоветском пространстве. И догадайтесь, от кого пытаются скрыть свои данные немцы. От государства и чиновников. Это просто шок. Я когда об этом узнал, я не поверил и переспросил. От государства? Как это может быть? Государство, по идее, знает про нас все. У государства есть все данные. Но в Германии это не так. Не существует какой-то одной базы данных, в которой было бы все про гражданина или просто про человека в Германии. То есть существуют разные ведомства, например, жилищное ведомство, где указано все, что относится к недвижимости. Какой недвижимостью ты владеешь, там есть такой свой реестр, но то, что уже относится к автомобилям, то это в этом ведомстве не записано. Про автомобили знает другое ведомство, и эти ведомства между собой не обмениваются информацией. То есть немец заботится о том, чтобы его информация не находилась где-нибудь в одном месте, чтобы чиновник не мог открыть файл и прочитать про тебя все. Сколько тебе лет, чем ты болеешь, сколько ты платишь Krankenversicherung, какая у тебя зарплата и прочее. Это для немцев страшно, потому что у немцев есть очень тяжелое прошлое. Третий рейх, например, или Штази в ГДР, когда власть, приходя к тоталитаризму, пользовалась именно тем, что у них есть вся информация про человека, и тогда очень легко уничтожать неугодных. Когда к власти придет, не дай бог, какая-нибудь очень жесткая партия со своей линией, и люди, которые будут выступать против этой линии партии, попадут в немилость, чиновник из этой партии, он может легко напортить жизнь тем, кто не согласен. Как происходит, в принципе, во многих странах, вы, я думаю, все это прекрасно понимаете. Для этого немцы и придумали Datenschutz, то есть защиту данных. Они не хотят, чтобы была общая база данных и чтобы все ведомства между собой делились информацией про них. Каждое ведомство имеет свою информацию, и если оно хочет запросить про человека информацию из другого ведомства, оно должно спросить разрешение у самого человека. Вот так в Германии все устроено. И из-за этого, в принципе, какие-то новшества вводить в Германии, даже насчет того, чтобы электронные письма признать на уровне бумажных писем, это для немцев очень сложно именно в силу устройства их федерального законодательства. В этом огромная разница в наших менталитетах. Мы как раз думаем, что государство нас знает все и прятаться от него бесполезно. Например, в Украине сейчас есть Дия, это такое приложение «Держава в смартфоне», то есть страна в телефоне. Когда у тебя там в одном приложении собраны все твои данные, все. И паспорта, и права, и владеешь ли ты там недвижимостью, и твой воинский учет, и все, что о тебе есть, и идентификационные коды. Все собрано у нас в Дии. И по мнению немцев это очень опасно. Это очень опасно, потому что, не дай бог, к власти придет царек, а может быть он уже пришел, и он может влиять на жизнь человека очень запросто. Он может блокировать ему, скажем, счета. Он может заблокировать ему строительство на каком-то земельном участке. В общем, напортить жизнь в таком случае очень легко. И по мнению немцев, полная база данных про человека — это как раз очень плохо. Вот в чем коренное отличие немцев от всего другого мира. Потому что в Дании, например, соседняя Дания,
Она все тоже, как в Украине, создала приложение, через которое все работает, через которое действует электронная подпись, и поэтому в Дании искоренили бумажные письма. Дания обязала всех своих граждан установить эту программу и проверять все сообщения. Там как раз считается человек оповещенным, если ему в приложение пришло сообщение, он уже оповещен. Да, друзья, тут я не буду давать своих оценок этим системам. Как раз мы хотим спросить у вас, пишите нам, что вы считаете для людей лучше. Иметь ли систему, как в Германии, или же вот эта система, которая сейчас уже есть в Украине и которая внедряется во многих странах. Например, в Эстонии тоже существует такая система, когда в цифровом виде все о тебе известно тем инстанциям, которые у власти. Может ли это привести к каким-то плохим последствиям для людей, или же все-таки есть и хорошие стороны у этого? Но это еще не все. Виталик сейчас еще расскажет интересные вещи, которые вы узнали о Германии. В Плёхингене протекает великая река Неккар. Это самая крупная река, которая есть в данной местности. Она полноводная, быстрая. Есть еще Дунай, но он в другой стороне, далеко. Вот тут, где мы живем, есть река Фильс и Неккар. Фильс — это вообще ручеек по сравнению с этой. И в этом месте, именно в Плёхингене, здесь как бы река делает такой поворот интересный. И это место называется колено Неккар, то есть Кни. Неккар Кни. Мы сюда подошли, и по внешнему виду я подумал, что это замок. Но нет, это церковь, евангелическая церковь Святого Власия. И она очень древняя. Она много раз перестраивалась, и фундамент здесь стоит с 12 века. И почему эта церковь выглядит вот так, как замок? Потому что она на самом деле в определенные времена использовалась как крепость. Вот эта вот часть стены, эта защитная стена осталась здесь спереди. Германия долгие века была страной разрозненных княжеств. Единой Германии как таковой не было. Они между собой воевали, нападали друг на друга, и во время войн приходилось прятаться вот за стенами крепости. И это было одной из крепостей. Все, кто живет в Германии, знают этот банк. Он называется Sparkasse. Шпарен по-немецки значит сберегать. По сути дела, это сберегательный банк, или по-украински это Ощадбанк. Все знают эти банки, не самые лучшие банки в наших странах. Каждый видел эту вывеску, и все думают, что это один государственный банк. И я уверен, многие из вас сейчас будут удивлены, очень многие. Потому что оказалось, что Sparkasse — это не один банк, а 350 разных банков Германии. Представьте, Sparkasse, в котором почти все украинцы имеют банковские карты, это не один банк, вы не ослышались, это 350 разных банков. И я когда это узнал, я прозрел, я понял, откуда возникают вот эти все нестыковки. В одном из прошлых видео я рассказывал, что в моем приложении Sparkasse невозможно сделать квитанцию про какой-то один отдельный платеж. Вот просто нельзя сделать, так как в любом другом банке, знаете, вы оплатили что-то, тут же взяли себе квитанцию на телефон или отправили человеку. Нет, у меня так нельзя, а мне люди пишут, что как так нельзя, это можно сделать, это Вы запросто. врете. Вы врете. На самом деле все можно. Оказывается, у каждого банка из этих 350 свое приложение. Приложения Sparkasse, они все разные. Как это получается? Смотрите, когда вы заходите в Play Market, то есть в магазин, где скачиваете приложение, там в принципе написано одно приложение Sparkasse и еще второе приложение для безопасности. Но когда вы регистрируетесь в приложении, то вам подтягивается именно региональное приложение, которое разработано и
работает именно в вашем регионе. То есть получается, если мы с Ладой захотим переехать в другую часть Германии куда-нибудь и со своей банковской карточкой Шпаркассы придем в отделение того города другого, для того, чтобы нам там что-то изменили, они скажут: у нас это не работает, вы должны закрыть в своем отделении Шпаркассы свою карту и открыть у нас новую, потому что у нас другой банк, по сути Причем дела. открывать ее очень сложно. Сам по себе ты это приложение не установишь. Нам устанавливали в банке при наличии всех документов. То есть это целая проблема установить в свой телефон приложение. То есть нам придется не только карточку менять, и приложение другое подтягивать, и все там данные вводить. Это, к слову, знаете о чем? О том, что Германия считается в банковской сфере отсталой страной. И многие об этом говорят, и многие с этим согласны по сравнению с, например, украинскими банками, как Приватбанк или Монобанк, или по сравнению с эстонским банком Revolut, или даже с немецким банком N26. Вот эти все немецкие старые банки, они просто как черепахи, они медленные, у них много функционала не работает, они неудобные, у них даже приложение выглядит как таблица. Налицо какая-то отсталость. Но мы решили разобраться, посмотреть, от чего это происходит. Дело в том, что это, опять же, немецкий менталитет. Они считают, что лучше медленно, но надежно. Не хотят ломать, да, не хотят ломать полностью архитектуру своих приложений. Дальнейшие функции добавляют на старые приложения, на старой основе, которые создавались еще в 80-х годах прошлого века. Ну да, зачем менять, если все и так хорошо работает, как им кажется. Ну и есть еще принципиальное отличие. Вот эти банки, которые я перечислил, Приватбанк, Монобанк, Revolut, они создавались сравнительно недавно, они строились на новых разработках в сфере IT. И вообще, в первую очередь, это IT-компании, которые имеют банковскую лицензию. А немецкие банки – это в первую очередь банки, которые имеют свое приложение. Вот, это совсем другая история. Если они работают надежно, то в принципе этого достаточно. Если, скажем, я положил много денег в банк, пусть он быстрый, пусть он удобный, красивый, но если они там исчезли, то это уже большая проблема. А если банк медленный, немножко неудобный, и, скажем, ты не можешь платить через QR-код, там еще как-то, то, может быть, это можно и простить, зато твои деньги никуда не исчезнут. По крайней мере, ты спокоен. Вообще Германия это про надежность, про уверенность И про порядок. и про ответственность. И про ответственность тоже, да. Ну да. Штрафы на каждом шагу, поэтому надо Если быть ты очень внимательным. Что-то нарушил, то с тебя спросят, и спросят по всей строгости, ты не откупишься. Из-за этого, кстати, многим здесь тяжело жить, потому что давление законодательства ощущается на подсознательном уровне. Ты всегда боишься что-то нарушить. Мы боимся все время. У нас даже на этой почве немножко нервоз. Этот белый лебедь увидел нас издалека и плывет к нам, видимо, в надежде, что мы его покормим. Но, дружище, извини, но по немецким законам мы не имеем права тебя кормить. Привет. Да ладно, что ты на меня злишься? Из-за того, что у меня ничего нету? Нету у меня еды. И вообще, здесь стоит табличка. Табличка вон там наверху написано «Futtern verboten», что обозначает «кормить тебя нельзя, дружище». Он злится, видишь, Не сердись на меня. на тебя. Он обиделся. Чус. Сердись на правительство. Жадный вообще дядька, нет. не дает еды, Да. скажи. Дело в том, что тебе вредно кушать хлеб. Жалко, так и скажи. Мне не жалко, но ему вредно. Все, что мы можем, просто любоваться на этих лебедей, потому что в Германии предусмотрен штраф за кормление лебедей от 35 до 5000 евро. Представь? Вот так вот кинешь им хлебушка, а потом... Идите отсюда. Нету у нас хлебушка, нету.
Город Плёхинген, он небольшой, в нем сейчас проживает 14,5 тысяч жителей, но городок старый и славный индустриальный городок. Вот, например, там за рекой мы видим старое здание из красного кирпича. Это было промышленное предприятие, основанное еще в 1870 году. Некий немец предприимчивый начал выпускать здесь жернова для мельниц. Вот это здание, это была предельная фабрика, которая работала аж до 1993 года, а потом ее переделали в жилой дом. Здесь сейчас 59 квартир жилых. Мы сначала думали, здесь какой-то музей или что-то такое вот, ну, связано с исторической ценностью. Да. какой-то. Потом смотрим, цветочки в окнах, живут люди. И вот этот вот мост, он выходит прямо на железнодорожный вокзал города Плёхинген. Можно сесть на поезд и уехать куда угодно. Guten Morgen, keine Sorge, die Sonne scheint, ich trinke Wein, alles in Ordnung, ich weiß es nicht, ich bin betrunken, ich freue mich, ich bin glücklich, ich bin froh, komm mit mir, mein lieber Bro, mir gefällt diese Welt. Пока мы гуляли, мы сильно проголодались. Лада, что мы будем кушать сегодня? Сегодня мы будем кушать овощную запеканку, малокалорийную, из брокколи, перчика, в общем, все ингредиенты на столе. Это стоит всего, вот я сейчас подсчитала, 20 евро. В прошлый раз мы готовили говядину по-бургундски, это было, конечно, Дорого. не дешево, да. Это блюдо гораздо дешевле, но это не только из-за денег. Друзья, у нас проблема. Мы хотим с вами вообще посоветоваться. Советуйте, что нам делать. Наша мама стала очень сильно поправляться. Она спит целый день. Либо спит, либо сидит, вяжет. Гулять она гуляет, но на коляске очень мало ходит. То есть она не может долго ходить, заниматься какими-то физическими упражнениями для того, чтобы похудеть. Вот, и она стала набирать вес, то есть у нее было 64 килограмма, сейчас у нее 72 килограмма, и это, ну, катастрофически, она скоро вообще, ну, не встанет. И мы думали, что же нам делать, думали, но все-таки надо начинать, наверное, с еды. Вы нам, конечно, пишите, советуйте, что можно еще в этом случае вообще предпринять. Мы думаем, что надо просто есть малокалорийную еду, поэтому сегодня блюдо будет малокалорийное для похудения. То есть, смотрите, это будет такая овощная запеканка, сочная, в общем-то, должна быть очень вкусная. Думаю, что маме понравится. Мама сейчас спит, она проснется, мы ее порадуем вот таким вот блюдом.
Ну, наконец-то. Вот оно, наше блюдо. Мама, присаживайся к столу. Милости просим, Ольга Лукинична. Приготовили для мамы, для вас, Ольга Лукинична, пока вы спали. Вот вам приготовили специально, чтобы не поправляться. Потому что мама поправляется. Спасибо. Я росту як на дрожжах. Капусточка. Смотрите, какое. Вот. Сейчас попробуем на вкус. Так. Только к этому еще идет вот такой вот соус. А з чого його зробили? Сметанка, майонез и чесночок. Очень вкусный. О, полезно. Берите вилочку. Данке. И ложи себе рис. Вон там есть рис, видишь? Ну, рис я положу. Давайте я вам положу. Це я должна все з'їсти? Да. Ну, не съешь, не съешь. Как ты мне в детстве говорила. Не доесы, так не доесы, да? Посмотри. Прелесть. Все. Миссия выполнена. На сегодня маме вкусно. Угодили. Угодили. Это самое главное. И оно все не калорийное. Очень хорошо. Кстати, кто пост будет держать, рекомендую. Ну, не строгий пост с яйцами. А вообще, конечно, мы здесь не показали подробный рецепт вот этой запеканки. Подробный рецепт у нас на канале «Вкусный момент». Здесь будет ссылочка. Заходите, подписывайтесь и смотрите, там у нас уже есть несколько рецептов. Вот, мы вас милости просим подробно все, чтобы сразу зайти и посмотреть конкретно рецепт, а не смотреть целое видео. Это очень удобно. Мы для этого его и сделали. Вообще, мама уже ушла вся. В еду вкусно, да? Они мягенькие, просто овощи мягенькие, нежные. И такие запеченные, и сочные, да? Вот чувствуется, сочные. Ну, да. Мы, кстати, хотели показать, сколько мама вынуждена пить таблеток ежедневно. Тут у мамы 6 видов таблеток от деменции, от невралгии, вот от спины, от судорог, магний, от давления, от холестерина, от диабета, потому что у мамы диабет, ну, второй стадии, не такой тяжелый, но все-таки диабет, и врач выписал таблетки от диабета. В общем, Каждый 6 день? таблеток каждый день. 7 даже. Даже Там- 7, одно утром и вечером надо пить. Вот. И тем не менее, мама, посмотрите, навязала вот все нашим родственникам. Вот такие манишки. Ольга Лукинична, вы просто молодец, замечательные. Носочки, следочки, в общем, им будет тепло. Мы же отправляем завтра Да. посылку в Украину. Вот эти устройства, которые мы показывали для того, чтобы отопление работало, это инвертор, аккумулятор. И вот еще мы заказали такой провод для соединения между инвертором и аккумулятором. Но вышла небольшая ошибка. Я никак не мог ожидать, что пришлют один провод. Я думал, ну в комплекте 2 провода идет. Нет, вот прислали, посмотрите, лежит один провод. Толстый, мощный. Это какая-то комедия. Специальный провод для того, чтобы он не перегревался, потому что здесь 12 Толстый. вольт в аккумуляторе. И нужно 2 проводами соединять эти устройства, плюс и минус. Он стоит 25 евро, и он один. Представьте, да? Я думал, это 25 за 2, ну, с доставкой вместе 25. Но мы уже не успеем заказать второй, поэтому завтра везем. В общем, простите нас, пожалуйста. Мы не хотели. Посмотрите. Посмотрите, кому больше всего понравилось. Все, Я с Ольга Лукинична. удовольствием все съела. С удовольствием. Рано утром мы сели в машину, загрузили коробки, которые мы передаем в Украину, и приехали на назначенное место, откуда отправляется автобус перевозчика в Украину, который возит груз. Я смотрю, здесь как раз
походу и стоит этот автобус уже. Серенький, да, вот это? Да. Он уже люди подходят, не одни мы передаем здесь груз, поэтому Женщина идет тоже. собираются люди, которые посылки отвозят. Нема сигарет чи нема горілки. Ніхто не хоче так в тюрмі сидіти. Все, мы отправили наши посылки. Оказывается, здесь не только можно отправлять в Украину, а еще и получать из Украины. Мы подошли, а там люди получали сумки такие, кто-то что-то передает. В общем, такая себе спонтанная почта получается. Новая почта сюда еще не зашла, в Германию, и может быть и не зайдет. Поэтому людям приходится вот таким образом пересылать. ДХЛ, по-моему, вообще не работает в этом плане никак. ДХЛ вообще ненадежно за границу. Мы отсылали в Польшу, и то потерялась посылка. А представьте, в Украину. Так что вот это вот более надежно. Частные перевозчики просто довозят до Украины, потом новую почту отправляют. Сколько стоит? 60 евро, как и обещали. То есть я когда связывался с ними через WhatsApp, там так и сказали, за такой груз будет 60 евро. И здесь парень подтвердил. Когда наши родственники получат груз, мы попросим, чтобы они показали, как это у них там используется, как оно подошло ли, подключилось ли, как в работе. В следующем видео, возможно, вам покажем это.